Камера зафиксировала, что этот священник делает ночью с монахиней монастырств. Августин величественно возвышается среди раскинувшихся зеленых полей, являясь символом мира и умиротворения. В его стенах монахини посвящают свою жизнь молитве, предлагая утешение раненым душам, которые находят здесь убежище. Среди них Мария, молодая женщина с волосами цвета вороного крыла и выразительными глазами, которые в последнее время часто наполняются слезами. Отец Гаврил, высокий и кроткий священник с добрыми глазами, замечает страдания Марии. Именно во время вечерни он видит, как она стоит на коленях в молитве, ее тонкие плечи дрожат, осознавая глубину ее боли, отец Гаврил подходит к ней. «Дитя», начинает он тихим, как шепот, голосом, «есть ли у тебя на сердце тяжесть, которой ты хотела бы поделиться?» Мэри колеблется, ее взгляд опускается на холодный каменный пол, душевная боль в ней ощутима. Наконец, дрожащим голосом она начинает распутывать нити своего прошлого, омраченного зловещей тенью домашнего насилия. Она говорит о чудовищном отце и избитой, сломленной матери. Они вдвоем, спасаясь от когтей этого темного мира, нашли убежище в гостеприимных стенах монастыря. По мере того, как она углубляется в свою историю, ее голос дрожит от скрытых эмоций, которые отец Габриэль чувствует, но не может полностью уловить. С каждым словом образуется связь, основанная на взаимном уважении и необъяснимой взаимосвязи. Их миры, такие разные, но переплетенные нитями человеческих эмоций, сближают их. Дни превращаются в недели, и с каждым мгновением расстояние между Марией и отцом Габриэлем сокращается. Это видно по украденным взглядам, которыми они обмениваются во время утренней мессы, коротким прикосновением. Когда они проходят мимо друг друга в освященных залах монастыря. Скрытый поток эмоций неоспорим, но невысказан. Именно в моменты молчания, наполненные тоской и невысказанными признаниями, укрепляется их связь. Одним судьбоносным вечером, когда золотые оттенки заходящего солнца окрашивают каменные стены монастыря, Мэри ищет отца Габриэля в часовне. В ее глазах свирепая решимость, смешанная с оттенком страха тяжесть тайны, которую она хранит, очевидна. «Мне нужно тебе кое-что сказать», – бормочет она едва слышным голосом. Отец Габриэль, чувствуя серьезность ее слов, мягко кивает, поощряя ее продолжать. Глубоко вздохнув, Мэри раскрывает свой самый охраняемый секрет – «Я беременна». Откровение поражает, как удар молнии, последствия огромны, не только для Марии, но и для отца Габриэля тоже. Их связь, которая когда-то была успокаивающим бальзамом, теперь грозит превратиться в ту самую бурю, которая может перевернуть их жизни в мирных пределах. Августин, среди священных гимнов и шепчущихся молитв, укореняется запретная связь, бросающая вызов самим основам жизни, которую они выбрали. Это старая как мир история о любви, расцветающей в самых неожиданных местах, вопреки всему. Прошлое Мэри было подобно гобелену, сотканному из нитей боли, любви и возможного искупления. Небольшая набожная христианская община, из которой она была родом, хранила мрачную тайну. В побеленных стенах скромного дома ее семьи Хуан, ее отец, крупный и импозантный мужчина, пользовался большим уважением в обществе. Но дома, за закрытыми дверями, он был бурей неистового гнева и агрессии. Изабель, нежная мать Марии, приняла на себя основную тяжесть характера Хуана. Ее глаза, когда-то яркие и полные жизни, тускнели с каждым годом, молчаливо свидетельствуя о физическом и эмоциональном насилии, которому она подвергалась. Мэри, даже будучи маленькой девочкой, часто вмешивалась, пытаясь защитить свою мать от ярости Хуана. Много ночей они прижимались друг к другу, находя утешение в объятиях друг друга, шепча молитвы о силе и избавлении. Сообщество, связанное своими жесткими взглядами на брак и приличие, закрывало глаза на недоброжелательность Хуана. Для них святость брака была превыше всего, и любые разногласия в его рамках были личным делом. Мольбы Изабель не были услышаны, и они оказались в ловушке безжалостного круга боли. Спасение пришло в лице сестры Альмы, сострадательной монахини из местного монастыря. Благодаря своему безмятежному поведению и нежному голосу она стала маяком надежды как для Изабель, так и для Мэри. Заметив синяки на руках Изабель во время одного из своих визитов, Альма протянула руку помощи, предложив им укрыться в священных пределах монастыря. Под руководством Альмы монастырь стал их убежищем. Освященные залы, в которых эхом отдавались гимны и молитвы, резко контрастировали с шумной атмосферой их дома.
Именно здесь Мэри впервые почувствовала глубокую связь с Богом, ее вера расцвела, как роза весной. Она часто находила утешение в часовне, ее молитвы были мольбой об исцелении и прощении, однако их вновь обретенный покой был недолгим. Изабель, ослабленная годами жестокого обращения, тяжело заболела. Несмотря на все усилия сестер и нежную заботу Марии, Изабель скончалась, оставив Мэри разбитой. Пустота, оставленная смертью ее матери, была глубокой, но среди этого горя в Мэри проросло семя целеустремленности. Сестра Алма, почувствовав глубокое духовное пробуждение Мэри, взяла ее под свое крыло. Она провела ее по священным писаниям, научив ее сути самообслуживания и преданности. Вера Мэри, которая была ее якорем в самые мрачные часы, теперь стала ее путеводным светом. Она начала представлять себе жизнь, посвященную Богу, жизнь, в которой она могла бы быть маяком надежды для других, просто как и Альма. Принявшая священные обеты, Мэри превратилась из сломленной молодой девушки в женщину непоколебимой веры. Она направила свою боль и переживания на служение, обращаясь к нуждающимся, предлагая им то же утешение, которого она когда-то искала. Тени ее бурного прошлого остались, но теперь они сочетались с сияющим светом ее непоколебимой веры. В тихом коридоре монастыря история Марии стала свидетельством преобразующей силы веры, истории стойкости и наследием силы и преданности делу. В тускло освещенных нишах соборов, в монастыре Августина процветали тайны. Мэри, с ее историей боли и искупления, была не единственной душой, запутавшейся в паутине скрытых эмоций. Вспышка в углу комнаты, незамеченная многими, была зафиксирована камерой наблюдения. За этим объективом скрывался тайный зритель, молодой человек по имени Элиас. Элиас был очарован Мэри с того момента, как их пути пересеклись. Ее безмятежное поведение и пелена печали в ее глазах привлекли его, соткав заклинание, от которого он не мог избавиться. Каждая последующая случайная встреча за пределами монастыря усиливала его восхищение ею, ее мягкий голос и добрые глаза неосознанно покорили его сердце. Хотя кому-то это могло показаться навязчивым, роль Элиаса в охране монастыря позволила ему заглянуть в жизнь Марии. Камеры, предназначенные для обеспечения безопасности монахинь, стали его связующим звеном с ее миром. Когда он увидел Мэри в бедственном положении, изливающую свое сердце отцу Габриэлю, он почувствовал сильную смесь беспокойства, ревности и вины. Поток эмоций захлестнул его, когда он начал складывать воедино головоломку нынешнего смятения Мэри. Измученный тяжестью исповеди, свидетелем которой он стал, и своими растущими чувствами, Элиас глубоко вздохнул и предстал перед отцом Гаврилом. Напряженность в его глазах была очевидна, когда он говорил: «Отец, я долгое время питал чувства к Марии. Видя ее такой расстроенной, я не могу отделаться от мысли, что, возможно, невольно оказался вовлечен в ее нынешнее затруднительное положение». Отец Гаврил, хотя и был удивлен, отнесся к признанию Элиаса со спокойным пониманием, однако он также был столпом традиций и ценностей монастыря. Он ответил: «Элиос, любовь – это мощное чувство, которое прославил сам Господь, но правила этого монастыря строги. Мария посвятила свою жизнь Богу, и ее путь отличается от вашего». Элиос, на лице которого отразилось отчаяние, ответил: «Отец, я понимаю святость этого места и путь, который выбрала Мэри. Но если я каким-то образом несу ответственность за ее боль, я должен все исправить. Я не могу быть спокоен, зная, что, возможно, причинил ей какие-то страдания». Отец Гаврил, внимательно изучая Элиаса, ответил: «Ты хороший человек, Элиос. Я вижу искренность в твоих глазах, но любовь – это не только страсть, это также самопожертвование и понимание. Мария сделала свой выбор, и, хотя ваша забота достойна восхищения, важно уважать границы, установленные этим монастырем». Элиос, побежденный, ответил: «Я уважаю выбор Марии, отец, мне просто нужно было, чтобы ты знала, что я чувствую к ней и насколько я готов поддержать ее в этом». Отец Габриэль кивнул: «Я понимаю, Элиос. Всегда помни, что иногда лучший способ любить кого-то – это на расстоянии, позволяя ему следовать выбранному пути, предлагая молчаливую поддержку». Элиас покинул покой с тяжелым сердцем, под грузом невысказанной любви и вихрем неразрешенных чувств. Стены монастыря, ставшие свидетелями бесчисленных историй о вере и самопожертвовании, теперь хранили в себе еще одну историю о неразделенной любви и молчаливой тоске.
От покрова до победы ропот в монастыре становился все громче после исповеди Марии, священной Стенесв. Августин был убежищем для многих, но для Марии они стали фоном для суждений и решений. Старейшины собрались, и результат был неизбежен. Мэри была отстранена от своей роли монахини, это были суровые последствия, которых она боялась. Но столкнувшись с Грейс, выйдя за привычные пределы монастыря, будущее Мэри стало неопределенным.